Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой замечательный ажурный узор, который я нашла в одном из японских журналов. Он идеально подойдет для очень многих летних вещей: футболочки, маечки на бретелях, платья и сарафаны. Также будет очень красиво выглядеть в демисезонных изделиях. К примеру, если вы хотите связать джемпер или же кардиган. Очень эффектная получится жилетка с этим узором. В исполнении рисунок очень легкий. Единственная сложность этого узора заключается в скрещенных петлях, но как их правильно вязать, чтобы они красиво выглядели, я обо всем этом расскажу по ходу видео. Что хочу сказать по пряже для этого узора. Для него подойдет практически любая гладкая пряжа или же пушистая. С пушистой нужно быть осторожным и выбирать пряжу, чтобы именно скрещенные петли смотрелись эффектно и красиво. Возможно, если вы хотите связать вот такой рисунок из мохера, то будет более целесообразно скрещенные петли заменить обычными лицевыми. Но все это нужно пробовать, смотреть и еще раз пробовать, провязывая образцы. Спицы, соответственно, тоже под разную пряжу нужно подбирать разные. Если это гладкая пряжа, то в принципе спицы, которые рекомендует производитель, как правило, будут подходить. Я этот образец вязала из пряжи хлопок с вискозой 50 на 50, 250 метров в 100 граммах, и спицы использовала номер 3. Это и есть тот номер, средний номер, который рекомендует производитель данной пряжи. Итак, давайте рассмотрим этот рисунок. Вот так он выглядит, если вязать его снизу вверх. Если же вы вяжете от горловины, он будет выглядеть вот таким образом. С моей точки зрения, намного эффектнее, но это все дело вкуса. Изнаночная сторона выглядит вот таким образом. Еще хочу сказать, что этот узор очень красиво смотрится как самостоятельный, также и в виде какой-либо отделки. К примеру, по низу изделия, как вот в этой кофточке, где использован один раппорт данного узора. Также можно вязать просто половинку раппорта узора. Это вот так будет выглядеть низ изделия. Или же вы хотите выделить рукава, горловину или переднюю часть изделия. Тоже будет очень красиво. В модели, которую я вам показала, там еще используется этот рисунок в виде ажурной дорожки. Она вяжется по тому же принципу. Если кому-то будет интересно или непонятно, не разберетесь, как она вяжется, напишите, я сделаю отдельное видео. Итак, раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Если вы вяжете по кругу, вы набираете просто количество петель кратное 16 и вяжется по тому же принципу, который я буду показывать в данном видео. Если же вы вяжете поворотными рядами, то нужно набрать количество петель кратное 16 плюс 1 петля симметрии и 2 кромочные. К примеру, я сейчас буду провязывать один раппорт узора, я набрала 19 петель. 16 это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Давайте начнем вязать. Первый ряд кромочная, я ее просто переснимаю, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная. Секрет лицевой скрещенной заключается в том, что во всех рядах лицевых и в изнаночных наклон петли скрещивания должен смотреть в одну сторону. Неважно, это влево или вправо, главное, чтобы это была одна сторона. И в зависимости от того, каким способом вы вяжете, это может скрещивание быть
разным. Я же покажу, как это я делаю при моем способе вязания. Итак, лицевая скрещенная, чтобы они все смотрели в одну сторону и по изнаночной мне легко было вязать, я беру, меняю расположение петли на классическое, вот таким образом, чтобы первая долька смотрела на меня. Если же вы вяжете классика или же по кругу, у вас петли будут и так смотреть правильно. И дальше за вторую дольку подхватываю ниточку и провязываю лицевую петлю. Все, у меня получилась скрещенная петля с наклоном влево. Дальше идет изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево на меня должна смотреть вторая долька петли, то есть петля должна быть развернута. Вот таким образом она выглядит на спице. И провязываю одной лицевой петлей. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли должны расположены быть классически, то есть первая дужка петли должна смотреть на меня. Я поменяла расположение петель и провязываю их вот таким образом одной лицевой петлей. При таком способе расположения петель все у вас будет выглядеть красиво и логично. Дальше идет 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная. И это я провязала раппорт узора. Последняя изнаночная, это у меня петля симметрии, и ряд заканчивает кромочная петля. Все четные ряды, если вы вяжете по кругу, провязываются по рисунку. Накиды при вязании по кругу провязываются лицевой петлей. Если же вы вяжете поворотными рядами, также все петли провязываются по рисунку, накиды провязываются изнаночной петлей. Второй ряд я провяжу вместе с вами, чтобы показать, как я провязываю в изнаночных рядах скрещенную петлю и накиды в том числе. Дальше все остальные четные ряды я провязывать не буду, потому что они выполняются по тому же самому принципу. Если же вы вяжете по кругу, то скрещенные петли и в четных, и не в четных рядах вы просто провязываете одинаково. Итак, второй ряд. Кромочная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная. У меня петля расположена первой дужкой, смотрит вот на меня. Нить перед работой, за вторую дужку я поднимаю, вот таким образом провязываю изнаночную скрещенную. Все, вся сложность этого рисунка. Дальше идет лицевая, 11 изнаночных петель, 3, 4, накиды в том числе изнаночные, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И еще, чтобы не перепутать, когда вы вяжете по изнаночной стороне, какие изнаночные скрещенные, какие обычные изнаночные, просто нужно обратить внимание на то, что все изнаночные скрещенные находятся между лицевыми петлями, не перед, а именно между лицевыми петлями. И вы никогда не запутаетесь, там все очень просто, и второй ряд, там не совсем еще виден рисунок, но начиная с 4-го ряда рисунок уже виден, и все просто провязывается. Итак, дальше лицевая, изнаночная скрещенная. Таким же образом провязываю. Это я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. У меня это изнаночная скрещенная. Третий ряд. Кромочная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые,
накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная и 1 лицевая скрещенная. Я провязала раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. И если вяжете поворотными рядами, то ряд заканчивается петлей симметрии. Здесь она изнаночная и кромочной петлей. 5-й ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 4 и 5. Накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная и лицевая скрещенная. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 7-й ряд. Кромочная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная и лицевая скрещенная. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 9-й ряд. Кромочная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная петля и лицевая скрещенная. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 11-й ряд. Кромочная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6 и 7. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная и лицевая скрещенная. Я провязала раппорт узора. Петля симметрии и кромочная завершают ряд. Итак, я провязала половину раппорта данного узора. Это вот эту его часть. Дальше вяжется рисунок точно так же, только со смещением в половинку раппорта. Как видите, узор достаточно простой, запоминать особо нечего. Вторую часть я также с вами провяжу. Для тех, кто вяжет на слух, это будет, я думаю, более удобно. Итак, давайте начнем. 13-й ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная и изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые и накид.
Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочная, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Лицевая и кромочная завершают ряд. 19 ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная и еще 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 21 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Лицевая петля симметрии и кромочная заканчиваю ряд. 23 последний лицевой ряд данного узора. Кромочная, 4 лицевые, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной петлей. И вот так выглядит один раппорт этого узора. Вот смотрите, как он выглядит. Это вот эта его часть. Надеюсь, узор вам понравился и вы найдете для него применение. Всем легких петелек и до встречи на канале.